Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня испытаем тот самый способ, который уже не первый год муссирует на бритвенных форумах и пришел, насколько я знаю, из-за рубежа, потому что вот это вот название, которое там используют, шимминг, мне не нравится нифига. Все равно, что прокладинг. Так лучше уж тогда прокладки наши, чем чьи-то там шимы. С удовольствием и с удивлением констатирую то, что впервые в жизни мне, в моей мужской жизни, понадобились прокладки. Но я понимаю, что это не единственный способ. Я знаю, что их можно очень хорошо даже в обуви использовать, чтобы ноги как-то отдыхали. А вот в бритье, раньше об этом слышал еще, когда только-только заходил во влажное бритье, но не придавал этому значения. Сейчас с вами попробуем. Вы идите на крупный план, смотрите там все подробно, а я начинаю эту подготовку. Вот, два героя сегодняшнего обзора, два Роквелла. Один у нас с 4-й плитой, другой с 3-й плитой. 6S, 6C. Но этот сегодня будет изображать у нас 2C. Потому что в наборе с 2C идет всего лишь одна плита. Первая, как вы видите, и третья. Что мы делаем? Мы берем лезвие Джигит, аккуратненько фломастером отмеряем ровную поверхность, чтобы чуть-чуть срезать только режущую кромку, и ножницами так тырц, аккуратненько все это срезаем. Ну, лезвие Джигит печально известное, поэтому именно они у меня пошли на эту роль. Если у вас нет этих печально известных джигитов, ну, тогда возьмите просто бэушное, уже использованное лезвие, которое вы приготовились выкинуть. Что делаем дальше? Я сегодня хочу попробовать трид на оба станка, но пойдет, ни разу не пробовал с Роквеллом, поэтому вот сегодня его поставим. Я чуть-чуть распечатал, но клея все равно не было. Вот так вот у нас полиграфия выглядит. Берем верхнюю голову, укладываем наше лезвие, сверху укладываем нашу прокладку. Будем прокладингом заниматься. Так, а здесь у нас трешечка. Тырц. Убираем в сторону. Так, теперь собираем нашего оппонента. 4-я. Ну вот, у нас два персонажа. Один с 4-й плитой, другой с 3-й плитой. Но этот с прокладкой, этот без. И смотрим, что же у нас тут такое есть. Хлопцы, не знаю, как вы, а мне кажется, что вот здесь вот гап-то даже побольше будет, чем на этот. Как бы у нас не то, что 4-ка, а как бы 5-ка, 6-ка не получилось. Я предполагал, что лезвие будет в пределах 1/10. А тут, смотрите, что. Прям мощно. Ну, посмотрим. Немного резинки у нас осталось от Алексея Шабалина. Вот сегодня одну такую линеечку и запустим. Вернее, наименование. Это Тундра Арктика. Запах, очень приятный запах туалетной комнаты, в которую заходили и мужик, и женщина с парфюмом. И вот мыльно-пузырные накладываются на их парфюм. И получается вот такое вот амбре. Ну, чем уж они там вдвоем занимались, я не знаю. Может, они там живут просто. Но запах просто обалденный, ребята. Хороший запах. Ну, подтверждает. Автошейв, тоже Тундра Арктика. По тундре, по тяжелой дороге. Ребят, это не запах мыла, это запах чего-то другого. Есть какой-то запах свежести, морозной свежести. При всем при том ментолом не несет. Отличается, как бы он даже не сам по себе отдельный. Более подробно, конечно же, в обзоре посмотрим. А помазочек у нас сегодня, ребята, от Яки. Хоть и написано здесь 24, когда я померил вот здесь, это было целых 26. Он вот так, наверное, весь из себя вышел. Диаметр узла 26, высота узла 55 мм, высота ручки
75 миллиметров. Посмотрите, какая она эргономично офигительная. Я вот здесь вот упор делаю, палец вот так кладу, все, у меня полный зацеп, ему некуда деваться. Это та самая вилонговская лошадка, которая вот была, вот что-то похожее такое. Как же мне эта ручка нравилась, ушла к хорошему человеку. А вот здесь вот сейчас вот смотрите, как прям дежавю вернулась. Ну и барбаршаповскую расцветку вы не можете не заметить. То есть такой триколорчик такой, огонь. Сделан, конечно же, из акрила. Качество хорошее. Ни сучка, ни зацепочек, ни летничков, никаких зауценок, нифига ничего, нигде не куку. Все нормально, все хорошо. Фибра. Фибра тоже какая-то интересная. Здесь она гнедая лошадка, здесь она прям фибра-фибра, мягонькая. Есть некоторые огрехи. Смотрите, вот волоски некоторые, сейчас покажу получше, выходят за общий периметр. Я бы на этом не акцентировал внимание. Сам для себя, если бы вот такой получил, я бы просто взял ножнички аккуратненько, так тыр-тырц. Но для перфекционистов имейте в виду, что такое может быть. Хребет чувствуется, но в то же самое время он какой-то не этот самый, не навязчивый. Как это будет на самом деле, посмотрим в работе. Ну и крайний персонаж нашего сегодняшнего обзора — это вот такой сумарь от мужского материка. Раньше нужно было его показать, но вот сейчас вот руки и дошли. Ребята, забегая вперед, скажу, что нравится. Теперь буду объяснять за что. Ребята, запах кожи офигительный, обалденный, потому что здесь мебельная кожа. Качество и материалов, и изготовления. Посмотрите, качество материалов. Кожа сама по себе, но она просто вот, она воодушевляет, она радует. Здесь, вот смотрите, молния закрывает не тряпка какая-то, а та же самая кожа. Так раз на отвороте, раз, посмотрели, и все это видно. Молния. Посмотрите вот на эти зубцы. Это не зубцы, это не зубы, это зубы крокодила. Здесь вот так специально держаться. А послушайте, как работает. С причмоком. То есть нет вот этого зубодробежного, а есть такой, знаете, как вот прям, как пластина присасывается какая-то такая, прям смачный звук, как будто она смазанная. Вот это крупные звенья, плюс еще хороший замок сам по себе. Качество строчки вы наверняка уже сами заценили, то есть это не криво, не косо, это все ровненько, все по фэншую, все зашибись. То есть, ну, как бы, вот, классно. А посмотрите, как здесь вот все красиво сделано. Тоже кожаная вот такая штучка. Внутряночка. Внутряночка — это еще одна вещь, которую я хотел бы вам показать, потому что здесь мало того, что сделано хорошо, еще и материал правильный подобрали. Тот материал, который не будет у вас, скажем так, легко поддаваться рванью. Потому что он здесь что-то среднее между грубым и нормальным. Вот, зацените сами. Вот опять же качество строчек. Вот такая штука. Вот все, мы ее восстановили. Так, давайте теперь проверим, что у нас тут входит-то. Ну вот такой тазик, к примеру, да? Входит? Входит. Так, а что мы еще? Ну вот такое мыло, например, да? Тут входит? Входит. Так, а что у нас тут еще есть? Ну, например, пузырявочку-то надо шкалик спрятать, так, на всякий случай. Оба. Не, ну по уму-то, конечно, все это в мягкую тряпочку нужно будет завернуть. И так, тырт сюда. Хорошо, так, у нас еще помазка нет. Давайте сейчас помазочек сюда запиндюрим. Так, а как мы бриться-то без станка будем? Без станка никак. Так, а вдруг пузырявочка уйдет не по назначению, а у нас автошевится нечем. Еще одну пузырявочку кинем. Так, постой, а лезвия-то нам хватит. Давай еще лезвие накидаем. Так, ну это уже, наверное, лишнее будет, да? Ну, там на месте разберемся, на природе лишнее или нет. На природе лишним не бывает. Ну, этот явно лишний. Короче, без одного пузыря придется ехать. Все, ребята. Прошу учесть, что складывал неэргономично. Чашу запихал как попало. Много пустот, которые можно использовать по назначению. И тем не менее, суммарь все выдержал. Так, а что же у нас сюда вошло-то?
Ну, в принципе, ни много, ни мало. Но с другой стороны, более чем достаточно для побриться, согласитесь. То есть сумка мне, конечно же, понравилась. Хорошая. Надо смотреть. А, ты спрятался, вот сучонок. Вот еще один есть. Запасной пузырявочка. Надо смотреть. Если вы ищете что-то подобное, можно, конечно, в любимый подрезать косметичку. А можно вот чисто мужскую такую вот штуку-то и посмотреть. Ну все, хлопцы, затянул я уже. Пошли бриться. Не уверен, но думаю, что вот этого вот кусочка нам, в принципе-то, должно хватить. Что мы сейчас сделаем? Возьму мою любимую чашу от Самвела, африканскую. Вот сюда вот его вот впендюрю. И давайте, наверное, попробуем взбить, но перед этим чуть-чуть намочу лицо. Вот по-хорошему бы взять вот оттуда вот этот кусочек и на лицо, но вот что-то не хочется мне оттуда его из банки вытаскивать, потому что замочу, то все. Я лучше кому-нибудь с парням еще отправлю, попробую. Пускай просто мокрое. Сейчас давайте попробуем взбить пену. Так, наш супер-пупер помазок. Здесь все сухо. Просто мочим. И посмотрим, что из этого всего получится. Пока особых подвигов каких-то не замечается. Стучит помазок по чаше, а мне по барабану, потому что у меня руки, смотрите, где. Знаете, мне кажется, что все-таки те люди, кто делал ресинок, они каким-то чудесным образом, наверное, закладывали его работу с синтетикой, потому что мне очень нравится, что тут получается. Прям какой-то лямур тужур, как будто они с самого начала друг друга поняли. Так, куда полез? Так, ну ладно, возьму чуть-чуть, на морду лица намажу. Это типа пришеева пускай будет. Так. Пока не нравится то, что пена лезет. Смотрите, как на ручку наладит. Не разобрался, с чем это связано. Или это помазок виноват, или это чаша так сконструирована. Но раньше вроде такого не было. Чуть-чуть водички добавил. Плотность пены, смотрите, как хорошо поменялась. Ну, я думаю, что еще 6 сек и все будет готово. Так, обратно. Очень удобно держать помазок в руке и очень удобно работать. Явно, что несовпадение размеров помазка и чаши. Пена аж так аж прям и прет. Ему бы чашу побольше. Ребят, ну все уже готово. Че, пошли бриться. Маленькая компрессика не помешает. Ну и наш агрегат. Все, ребят, я его понял. Понял, что он из себя представляет, понял, как с ним работать. Мыло пахнет, блин. Чтоб я так жил. Ну вот. Первым у нас пойдет плита за номером 4 родная, которая на нержавом. Посмотрим, что он из себя покажет.
Ну, не сказал бы я, что он как-то охотно собирает щетину. Но все же он это делает, и в принципе это сам ход работы я запомнил. Так, теперь переходим на это. Намочим. Это не четвертая, это больше, это пятерка. Да вы сами не можете не видеть, что я гораздо меньше прохожу по одному и тому же месту, чем тем станком. Это не четверка. По характеру хода отличается немного, но все-таки от четверки отличается. А вот по резу гораздо эффективнее прошла, чем четверка. Вот исходя из этого я могу предположить, что это не четверка, а где-то пятерка. Мыло прямо источает аромат. Кто-то у нас... Тундра, Арктик. По Тундре, по зеленой дороге. Помазок очень эффективен в работе, очень адекватно сбивает. Ну прям хорошо. Агрессивней. Сейчас, секундочку. Ну да, ну чё? Ну, тройка. Я уже так грешным делом думал, мало ли, вдруг что перепутал там или еще что-то. Потому что собирает-то будь здоров, прям буром так прет.
знаю толщину лезвия джигит. Вообще предполагалось, что оно должно быть где-то в пределах 1/10. Что тут в данном случае происходит? Из чаши ничего не брали, прям так с помазка и фигачим. Вот смотрите, вот он хребет, это если кисточкой, а вот так вот все, она вышла на объем. Вот и так, и так. Так, ну давай-ка долго тебя намочим. Угу. Все. Все готово. Чуть-чуть подбриться еще, и все нормально. Так, а что у нас тут получается? У нас получается в чаше как было, так и осталось, ничего не просело. Вот наш помазок. Ну тут даже что, ну сейчас вот чуть-чуть намочу. Даже не помазок, лицо намочу. И все. Ляля. Просто ляля. Так, с этим разобрались. Вот только сейчас начало маленько подседать, видите, да? Все, битва закончена. По мазке еще пруд-пруди, всего навалом. Варисина. Автошейф. Сегодня необычный день. Сегодня у нас горячая вода приняла ржавый окрас. Поэтому нравится, не нравится, переход на холодный. Кто-то скажет, да ты что, он пошел кастрюльку нагрел, да? Да?
Это если время есть. А вообще, есть такая мысль, просто хотя бы одно такое видео сделать, как брились в армии. То есть просто мыло, просто станок, никаких помазков вообще нифига. Ну или в крайнем случае взять какой-нибудь старый, добрый, там еще с совковых времен, вот такой какой-нибудь. И хоп-хоп, сколько там, помните, Олег Бритва показывал, таймер пиндюрил, там 3 минуты, извините, волнуюсь. Ну вот что-то вот такое интересно сделать. В конце концов, запас какой-то есть, а почему затышку не должно быть? И специально об этом сказал, потому что мало ли вдруг кто-нибудь вперед меня сделает, чтобы потом не говорили, что вот, это у меня тогда своровали, получается. Автошейф. Хотя, господи, своровали. Кому надо, пускай делают, ничего жалко, что ли. О, киселек. Хлопцы с Украины, когда обзор делали, обзывали его как-то там по-своему. Не все ждалось, когда же они киселем-то его назовут, так и не назвали. А мне сразу почему-то кисель. Вот такая вот у него какая-то субстанция, такая, знаете, вот. Автошейф никакого отношения не имеет к мылу. Запах совершенно другой. Он какой-то не такой. Здесь что-то есть от барбасола. Что-то есть. Так, сейчас, секундочку. Слово вспоминал. Листерин. Зубополоскалка вот этого, знаете? Вот что-то такое есть. До жути на чем-то набит. Прям, знаете, вот у меня сейчас руки липнут, мне надо их чем-то... Вот так вот прям. Для меня это удивительно, потому что в предыдущих я этого не замечал. Запах больше нравится, чем не нравится, но он все-таки, наверное, удивил. На лице уже подсыхает. Сейчас мокрыми руками не буду трогать. Сам запах предполагает, что он должен быть ментоловый, но он не ментоловый. Вот такой свежестью, знаете, морозной свежестью какой-то вот отдает, и при всем при том не ментоловый. То есть он интересный. Его даже в принципе я мог бы посоветовать брать отдельно, без всякого вот этого вот мыла. Ну если так вдруг. Даже сполоснутые руки и пахнут, и еще что-то вот есть на них. Мощная штука. Давайте подождем, когда высохнет. По запаху понравился. Просто 5, без всяких дополнительных баллов. А вот мыло по запаху после автошейва его вообще не различаешь. Просто банку пластиковую нюхаешь и все. Мыло. Не, пропал запах, нифига себе. Типа нюх отбил, что ли, или что? Нюх потерял. Не, ребят, бесполезно описывать. Автошейф все перебил. Он на руках, он на лице. И в то же самое время я не могу сказать, что он какой-то идущий будет бить на 3 километра. Нет. Странно. Может, созвучие какое-то все-таки есть, раз он так себя повел. По памяти, что с крупного плана успел его заценить, запах понравился. Это хороший запах хорошей ванной комнаты. Вы заходите, большая светлая ванная комната, плюс ко всему она на верхнем этаже, у вас окошко в потолке, вы его приоткрыли, весенние лучики вот так пробивают, что-то там колышется, там наглый воробей, возможно, даже, нет, не насрал, просто залетел. То есть вот что-то вот такое есть, и ты лежишь просто так, кофеек потягиваешь, пузырьки пускаешь, и так култыхаешь в своей ванне, и смотришь на этого воробья, все равно сейчас улетит, что на него. Ну да, любимая куда-то ушла со своими подругами, можно, конечно, еще сигару. Ну, не затяг, конечно. Вот что-то вот такое есть, приятное, хорошее. Помазок. Помазок, ребята, рекомендую. Ручка удобная, держать хорошо, несмотря на то, что пена тут все время забегается вот сюда вот наверх. Я думаю, что это поначалу было связано с чашей. Для того, чтобы лучше понять второй раз бы его использовать. Но даже если это его особенность, не такая уж она и ужасная. В любом случае в бритье это мне ни капли не мешало. А то, что лишнее вот здесь вот собиралось, всегда так тык, собрал, и опять же оно на лице. Не хомячит. Работает в 2 режимах. У него первая скорость это кисть. Хребетик у него для этого есть, да. Не просядет, это не сопля. А вторая скорость, второй режим, это в этот в раскоряку.
То есть объем он создавать будет. Шарика нет, не будет. Но объем хороший. Такой, знаете, прям приличный. То есть, ну, внешний вид вы сами видели. Работает вещь. Просто хорошая вещь. Какого-то, знаете, такого особого восторга. Вот так вот, как, знаете, как вот от хорошей синтетики, которая особенно близка к барсуку и которая даже объем создает. Такой наподобие шарика. Не дал. Но вот в качестве хорошего помазка я бы мог его порекомендовать. Вот так вот просто. В любом случае, вот если сравнивать, допустим, вот эти два, вот, пчелку и барбашаповский, этот лучше. Этот лучше за счет того, что у него узел больше, и он больше выходит на объем, а этот больше тычковый такой. Хотя внешний вид у него, конечно же, не стоит копейки. Поэтому, если кто-то хочет, может и такой взять, потому что смотрится-то зачетно. А побриться вы им все равно побреетесь. То есть тут все есть, нормально работает. Этот лучше на объем выходит и меньше выпячивает. Вот так вот примерно. Ну, суммарь. За суммарь вы уже все в курсе. То есть хорошая, годная сумка, кому надо. Просто имейте в виду, что такие вещи уже в России появились. Станки. Ребят, еще раз огромное спасибо Павлу Водопьянову, потому что он мне напомнил то, что как-то там, знаете, вот так на форуме перед глазами все время бегало, не давал себе труд просто заглянуть и понять, о чем там люди, собственно, говорят. Ну вот, благодаря Павлу зашел, дал себе труд, понял. Ребята, это просто офигеть. Это работает, реально работает. Здесь нет ничего удивительного, это простая физика. То есть вы берете прокладочку, тырс, подложили, увеличили расстояние между кромкой лезвия и гардой, у вас зазор больше появился. Это не единственный параметр ГАП, который определяет агрессивность, но один из. Изменяя этот параметр, вы вправе рассчитывать, что ваш станок будет бриться по-другому, более агрессивно. И это будет работать не только с Роквеллом, это работает с любым станком, вообще, совсем. У вас в хозяйстве один единственный станок, и вы пришли к мнению, что, слушай, что-то поагрессивнее надо станочек прикупить, или что-то помягче надо станочек прикупить. Зачем? У вас есть джигит. Джигит прискакал на легком коне, его ему обрезали. Ну не то, что вы подумали, режущую кромку. И вставляете. Нет джигита, тоже не проблема. Бэушное лезвие, которое у вас уже исходило, берите там лишнюю кромку, отрежьте, и вот вам флаг в руки. То есть возможность в руки. Вам нужно что-то поагрессивнее. Верхняя плита, кладете то лезвие, которым собираете бриться, потом вашу прокладочку, а потом накручиваете станок. У вас оно получается сверху, прокладка снизу, расстояние уменьшили. В том числе чуть-чуть поменяли угол реза. Потому что у вас прокладка снизу, при том, как зажимаете, вот хотите вы того или нет, просто лезвие подогнется. Второй вариант. Хочу что-нибудь помягче. Тоже как бы не вопрос. Джигит, фас. Взяли эту самую свою плиту, вначале прокладку, потом кладете то лезвие, которым вы собираетесь бриться, опять собираете. Что у вас получается? Прокладка, потом лезвие, и вы скручиваете. Вы меняете угол наклона лезвия. У вас же прокладка вверху посередине, а вы поджимаете. У вас, хотите вы того или нет, крылья начнут маленечко изгибаться. У вас другой угол реза будет. Вот. И уж в любом случае, если вдруг жизнь индейка, вы сами знаете, она иногда выворачивает так, что мало-то не покажется, на этот раз, вот в этот данный момент времени, вывернула у вас все так, что нет у вас лишних грошей, а Роквелла взять хочется. Так вот, чтобы не в ее, можно спокойно взять двоечку и использовать этот способ. Если вдруг получится так, что первая, третья плита вас будет удовлетворять, ребят, вам нафиг ничего не надо. А если, слушай, третья тоже мягкая, надо вам мне что-то побольше. Пожалуйста, плиз. Взяли лезвие, ставили, вот вам четвертая или пятая, которая будет брить гораздо агрессивнее, чем трешка. Я уж не говорю о том, что вы можете все свои станки дома попеременять, попереиграть, поперекрутить. Кстати, еще одна тема для разговора, о которой парни давно уже говорили, но у меня все руки не доходили исподволь. Сам того не понимая, я один раз все-таки такую мучу отчебучил. Я взял головы на 89-й, на 41-й верхние шляпы поменял. А потом хожу и пучишь, почему это не 89-й, почему он такой? Парни уже ржут во весь голос. Иванов, ты плиты-то посмотри, ты там уже, Вась-Вась, поди там, поженил их.
Слушай, да не может быть. И потом, только когда уже стал прокручивать, да, действительно, верхнюю голову взял, попеременял. Вот у меня из 89-й, если поставить шляпу от 41-й, то получилось уже как бы и рока. Ну, почти рока. Так что, ребят, ну на этом, пожалуй, что все. Бритье закончено, кончен бал, гаснут свечи. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Ну и пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Душистые же, пушистые вам. Берегите свой дом, берегите своих любимых. Богатого ветром вам в прямую спину. Пускай все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока.